Салют, путешественники! Уже анонсирован баннер Юэми, а значит уже совсем скоро у нас появится возможность выбить ее. Именно поэтому сегодня я расскажу, как лучше собрать Юэмию, какие ей нужны артефакты и оружие. Разберем плюсы и минусы, а также рассмотрим варианты отрядов. Хочу отметить, что вся представленная информация в видео – это сугубо мое мнение, и оно может отличаться от вашего. И я с радостью прочитаю ваши варианты в комментариях. Не забудь подписаться и поставить лайк, а мы начинаем! Первое, что мы сегодня с вами разберем – позицию в отряде. Главная цель Юэми – нанесение урона, и ввиду особенностей ее способностей, она претендует на роль главного ДД. Позиция саб-ДД имеет место быть, однако это нерационально, так как для поддержки она будет занимать слишком много времени на поле боя. К тому же Юэми не может наносить стабильный и продолжительный пассивный урон, так как это связано с механикой ее ульты. Многие сравнивают Юэми с Ганью, однако, как мне кажется, она больше похожа стратолеткой, потому что основной урон она наносит с обычных атак, и играть через заряженный не выйдет ввиду маленького урона. Также важно отметить, что Юешка играет огромную роль в нанесении урона. При ее активации на обычные выстрелы накладывается пироинфузия, вследствие чего Юэми будет наносить увеличенный пироурон. Урон будет складываться от обычной атаки и от Ешки. Поэтому для роли мейн ДД сперва качайте обычную атаку и Ешку, и уже потом по возможности прокачивайте ульту. Ульта весьма специфична ввиду своей механики действия. Объясняю, вы не увидите урона от ульты, пока Юэми будет на поле боя, ведь данной способностью она накладывает на врагов метки, которые могут взрываться с интервалом в 2 секунды. И взрывать данные метки можно любыми атаками других членов отряда, как это работает на практике. Ультуем Юэми и убираем ее в карман. Затем на поле боя выходит саб-ДД или реактор, который будет наносить свой урон и параллельно взрывать метки Юэми. Минус ее ульты в маленьком уроне и тайминге, ибо вы не всегда можете уложиться в интервал в 2 секунды и попросту взорвете меньше меток, чем есть на самом деле. Именно из-за этой специфики я не рекомендую позицию саб-ДД для Юэми. Разберем артефакты. Лучшим вариантом будет сет из 4 артефактов воспоминания Симонавы. Однако учтите, что если вы хотите использовать ульту или планируете использовать Юэми в роли саб-ДД, то данный сет вам не подходит. В качестве альтернативы можно использовать сет горящей алой ведьмы или ступающего по лаве. Все мы знаем, что у последнего сета бонус от 2 артефактов весьма бесполезный, однако бонус от 4 будет очень даже по нраву пира ДД, да и к тому же падает он чаще алой ведьмы, а значит и собрать его будет проще. По характеристикам выбираем часы на силу атаки, кубок на пироурон и шапку на шанс крита или крит урон. В нижних статах ищем крит урон, шанс крита и силу атаки в процентах. Оружие. Лучшим оружием из сигны Юэми является громовой пульс, ивентовое оружие, баннер которого будет запущен одновременно с баннером Юэми. Данный лук увеличивает силу атаки, а также урон обычных атак. Для более лучшей реализации бафа данного лука сливаем ульту и используем обычные атаки, предварительно прожав Ешку. На замену громовому пульсу из 5-звездочных луков может встать небесное крыло, либо же лук Амоса за неимением предыдущих. Среди 4-звездочных луков Юэми хорошо подойдут ржавый лук и лук Хамаюми, но и совсем бюджетный вариант 3-звездочный лук Рогатка. Отряды. Главный принцип построения отряда во главе с Юэми, которая занимает роль мейн ДД, является подбор хорошего саб-ДД и закрытие пиро-резонанса. В качестве саппорта может выступать практически любой персонаж. В пример возьмем Джун Ли. Сюда же в отряд добавляем Беннета, который закрывает пиро-резонанс, а при наличии 6-й консты будет давать приятный бонус Юэми в виде бонуса пиро-урона в 15%.
Закрываем отряд Синсю, который будет накладывать на врагов статус мокрый, тем самым позволяя Юэмии наносить урон через реакцию пар. Также на эту позицию может встать Фишель или Лиза, и в этом случае мы уже будем играть через реакцию перегрузки. К слову, отряд можно собрать и без использования реакций. В этом случае к Юэмии и Беннету добавляем Сянлин и Сахарозу. Ну а если вы счастливый обладатель Кадзухи, то меняем Сахарозу на Кадзуху. Вообще, вариантов отрядов очень много, поэтому отталкивайтесь от тех персонажей, которые имеются у вас, и на основе этого составляйте пачку. Но в роли саб-ДД Юэмия спокойно встанет в любой отряд, посему приводить примеры здесь не вижу смысла. Юэмия весьма хороший мейн-ДД и имеет большой потенциал по нанесению урона, однако некоторые ошибки геймплея именно со стороны разработчиков мешают ее полной реализации. Но несмотря на это, Юэмия все равно остается хорошим пиро-лучником, а при правильной прокачке и вовсе способна стать керри. Надеюсь, данный ролик был для вас полезен. Напишите в комментарии, что вы думаете об Юэмии и собираетесь ли вы ее выбивать. С вами была Третьяковка. До новых встреч!